как вообще люди додумались обманывать рыбу пером и ниткой. Погрузимся в источники, посмотрим, как рождалась и развивалась эта хитрость. Искусственная мушка. Да, тема интересная. У нас тут источники, самые разные. От античности, Клавдия Элиан, до средневековых трактатов английских, и потом уже, конечно, 19 век, энтомология. В общем, проследим всю эту эволюцию. Отлично. Давай тогда с самого начала. Откуда вообще самые-самые первые следы? Смотри, самое раннее, что у нас есть письменное, это Клавдий Элиан. Римский автор, это аж 2 век нашей эры. Он описывал, македонских рыбаков, там река Астреус была. Интересно. И как же они там ловили? Что он такого увидел? А вот он описывает приманку. Довольно, детально для того времени. Брали крючок, на него наматывали красную шерсть, именно красную, и 2 перышка из-под петушиной бородки. Ух ты! Уже такая конкретика. А зачем? А Элиан пишет, что это имитировало местное насекомое, называлось оно гипостерос, так что, возможно, это самое первое письменное свидетельство самой идеи имитации. Оттуда, может, и пошло по Европе гулять. Поразительно. То есть уже тогда, во 2 веке, была мысль скопировать букашку. Так, хорошо, переносимся сильно вперед. Англия, 15 век. Я читала про трактат о рыбной ловле с удочкой, вроде как 1496 год. Его еще Домеш Еляне Бернерс приписывают. Это уже, наверное, не просто упоминание, а что-то посерьезнее? Да, совершенно верно. Это, по сути, первая английская книга, где не просто сказано «есть мушки», а даны, рецепты. Конкретные инструкции, как их делать. Там 12 штук описано. Для форели, для хариуса. Прям 12. Ничего себе. Ага. И с привязкой к сезону. Для каждого месяца. С марта по август. Звучит очень продвинуто для 15 века. А можешь пример привести, чтобы понять, как это выглядело? Да легко. Вот, скажем, для марта Dunfly. Серая муха. Рецепт. Тело из серой шерсти, крылышки из пера куропатки. Или вот для апреля Stonefly. Веснянка. Там тело черное, шерстяное, немного желтого добавлено, крылья из пера селезня. И знаменитая Green Drake, зеленая поденка. Для мая тоже упоминается. А материалы какие? Все натуральные, наверное. Исключительно. Шерсть овечья, перья разных птиц, куропатка, селезень, конюк, там упоминается павлин, нитка шелковая. Судя по материалам и общей логике, это были, скорее всего, мокрые мушки, тонущие. Ясно. Значит, основы заложили еще тогда. А кто это дело подхватил? Кто дальше развивал? Тут нельзя не вспомнить Исаака Олтона, его «Совершенный рыболов», 1653 год. Эта книга, она не просто советы давала, она как бы утвердила сам статус нахлыста, что это, искусство целое, мастерство нужно. То есть он популяризировал. Очень сильно. И что интересно, он там ссылается на некоего мистера Томаса Баркера. Говорит, вот он эксперт по вязанию мушек. То есть знание уже передавалось, были признанные мастера. Уолтон это зафиксировал. Понятно. К 17 веку это уже такое признанное искусство, но все еще на уровне рецептов, я так понимаю. Когда произошел сдвиг к науке? Почему мушка работает? А вот это уже 19 век. Тут ключевая фигура Альфред Роналдс, 1836 год, книга «Энтомология для рыболова». И вот тут, да, происходит революция, потому что Роналдс первым подошел к этому делу, системно, с научной точки зрения. То есть как, не просто рецепт, а что? А он связал конкретную искусственную мушку с конкретным насекомым. Он объяснил, вот эта мушка имитирует вот эту поденку, а это вот эту ручейницу. А, вот оно что, то есть он дал энтомологическое обоснование. Именно. Он стандартизировал название. И самое главное, он сделал цветные иллюстрации. Рядом нарисовано настоящее насекомое и его имитация мушка, чтобы рыболов видел, кого он копирует и как. Вот это прорыв. Неудивительно, что книга классикой стала. Абсолютно. Он, по сути, заложил основы современной рыболовной энтомологии. Плюс еще, кстати, описал концепцию окновидимости форели, как рыба видит то, что над водой. Впечатляет. Так, а после Роналдса что-то еще происходило? Или на этом развитие как бы остановилось? Нет, конечно, не остановилось. Дальше тоже было интересно. Во второй половине XIX века появился Фредерик Хелфорд.
Год примерно 1886. Он прямо фанатично увлекся сухими мушками, теми, что плавают на поверхности, и развил идею точной имитации, почти до предела. А были другие мнения? Были. Позже, уже в 20 веке, в 1924 году, Джей Дабл Ю Дан посмотрел на это с другой стороны. Он стал изучать, как рыба видит силуэт мушки на фоне неба. Предложил использовать полупрозрачные материалы, даже крючки в белый красить. То есть фокус сместился на то, как рыба воспринимает приманку. Ага, понятно. Имитация против привлекательности? Вот. С тех пор и идет этот вечный спор в нахлосте. Что важнее? Сделать точную копию букашки или сделать что-то, что просто привлечет внимание рыбы, спровоцирует ее на хватку, пусть и не похожее ни на что конкретное? Имитация или аттракция, так сказать. Получается, какой огромный путь прошла эта мушка. От простого крючка с красной шерстью у македонцев до вот этих сложных современных имитаций и споров об их философии. Точно. Это ведь истории наблюдений, проб, ошибок, изобретательности и постоянного, диалога с природой. Всегда в основе лежало что? Понять, чем рыба питается в данный момент, и попытаться ей это предложить. Или обмануть ее чем-то похожим. Да уж, выходит, вечное желание рыболова перехитрить рыбу – вот главный двигатель этого искусства. Без сомнения. И знаешь, это подводит к интересному вопросу. Вот сейчас у нас какие материалы есть. Синтетика, всякие УФ-штуки, фотопечать на крылышках. Увидим ли мы вообще какие-то, принципиально новые идеи в дизайне мушек? Или все так и будет крутиться вокруг вот этих базовых принципов имитация, провокация, которые люди нащупали за века? Поразительно, как наблюдение и интуиция опережали науку. То есть, получается, основы имитации, подбор материалов – это все заложили больше 500 лет назад. Удивительно. А как же Исаак Уолтон, искусный рыболов, 1653 год, классика же, он ведь тоже про мушки писал. Да, Уолтон, конечно. Он эту традицию подхватил, описывал снасти, приманки своего времени, но у него, скажем так, фокус немного другой был. Он больше напирал на философию, на созерцательность рыбалки, вот это единение с природой, не столько на технику вязания, как Бернерс. Ага, понятно. Значит, сначала практика и такая философия. А наука когда пришла? Когда стали разбираться, почему они работают, эти мушки? А вот с наукой, да, пришлось подождать. Настоящий прорыв — это уже сильно позже. 1836 год. Книга Альфреда Рональдса «Энтомология для рыболова». Вот тут началась систематизация. Рональдс, он первый, кто четко связал реальных насекомых, паденок, ручейников, веснянок, с их имитациями. То есть он прям сказал, вот смотрите, букашка, ее ест рыба, а вот так мы делаем похожую штуку из перьев. И с картинками, ты говоришь. Да-да, именно так. Он не просто описал, а дал название и, что важно, цветные иллюстрации. И еще. Еще он исследовал и описал так называемое окно зрения форели. То есть, как рыба видит то, что над водой. Это понимание, оно сильно повлияло на то, как мушку подавать рыбе. Ага, то есть не только что копировать, но и как эта рыба увидит. Логично, да. Хорошо, с историей более-менее ясно. А вот сегодня в чем суть обмана? Какие принципы главные? Если так обобщить современные подходы, то тут важна комбинация. Силуэт, размер, цвет, общая форма и как мушка движется в воде. И вот что интересно, точная копия насекомого — это не всегда цель. Иногда важнее, скажем, общее впечатление передать, уязвимость показать или просто спровоцировать рыбу движением, формой. Такая, знаешь, наука об иллюзиях для рыб. И чтобы разные иллюзии создавать, нужны и мушки разные, так? Конечно, их обычно делят на большие категории. Вот есть сухие мушки, они плавают на поверхности, имитируют взрослое насекомое, которое упало на воду. Есть мокрые, они тонут. Это могут быть утонувшие насекомые, или нимфы, или даже мальки какие-то мелкие. Нимфы — это вот имитация личинок, которые под водой живут. Куколки — это когда насекомое превращается и поднимается к поверхности. И всякие там пальмеры, пауки, такие, знаешь, обобщенные лохматые часто. Они как бы универсальный раздражитель. А материалы от той шерсти и перьев, что у Бернисерс были, далеко ушли? А то звучало так, будто пол леса и птичий двор расщипать надо было.
Ну, смотри. Традиционные материалы перья, мех, шерсть, шелк, они до сих пор используются и очень ценятся мастерами. Никуда не делись. Но к ним добавился просто огромный арсенал синтетики современной. Это дает совершенно новые возможности. Плавучесть контролировать, блеск, игру, прочность. Так что да, эволюция материалов коснулась не только идей. Да уж, судя по названиям современных мушек, если списки посмотреть, там всякие Woolly Bagger, Elk Hair Caddies, Closer Minnow, кажется, фантазия рыболовов просто безгранична. Это точно. Современный мир мушек, он невероятно разнообразен. И это, наверное, тема уже для отдельного такого глубокого разговора. Но важно понимать, что все это сегодняшнее богатство, оно стоит на фундаменте, который заложили очень давно. Наблюдательные, изобретательные рыболовы прошлого. Получается, за эти 500 лет ловля на мушку прошла огромный путь. От таких почти интуитивных рецептов до сплава искусства, энтомологии, даже оптики и знания повадок рыбы. Удивительно просто. Именно. Это ведь не просто забросил приманку и ждешь. Это постоянное наблюдение, анализ, эксперимент. И вот понимание этой истории, этих принципов, оно дает совершенно другую глубину увлечению. И вот что интересно, куда это все будет двигаться дальше? Какие-то новые материалы появятся? Или, может, мы что-то новое узнаем о поведении рыб, что опять все перевернет? Вот такой вопрос на подумать.